У нас сегодня в Таиланде праздник. Сегодня тайский Новый год, 13 апреля. Называется он СОНГКРАН. И вообще в Таиланде совсем другое летоисчисление. Сейчас, например, 2565 год. Так что мы живем в будущем. И, в общем, на этот праздник есть такая традиция обливаться водой. На улицах обычно стоит очень много молодежи, да и не только молодежи, с водными пистолетами, со шлангами, с бочками воды, которые обливают водой проезжающие машины, байки. И мы сейчас как раз тоже решили выехать, посмотреть, что вообще происходит в городе. Все 2 года пандемии, все эти обливания были отменены, ну, понимаете, да, из-за коронавирусных ограничений. И вот в 2022 году, видимо, дали какие-то послабления. Мы пока ехали... Разрешили обливаться. Мы пока ехали, уже увидели несколько таких поинтов, где стоят ребята и обливают водой. В общем, едем сейчас на Ламай, посмотрим, что происходит там. Обычно самые яркие такие мероприятия, они происходят Чивенг-Ламай. Это такие 2 самые туристические улицы. Раньше, 5 лет назад, мы бы вот так до Ламая не доехали. То есть гудел реально весь район. Ты только со двора выезжаешь, тебя начинают обливать соседи, друзья, знакомые, едешь, там этих блокпостов просто на каждом перекрестке. А сейчас мы спокойно доехали до Ламая, сухие, и вот увидели только первый вот этот блокпост, где обливают. Подготовили GoPro-шку, она у нас влагозащищенная. Соньку прячем и будем снимать только на нее, потому что никого не интересует. Телефон у вас там, хотели ли вы сухим куда-то доехать или нет, вас все равно обольют и намажут лицо тальком. Выехали мы из этого водного приключения, по дороге заехали в Теско, забежали в туалет, переоделись, потому что мы взяли с собой сменную одежду сухую и доехали уже до Талингнама, до того места, где мы раньше жили, с чего вообще начался наш канал. Мы здесь не были несколько лет, и сейчас нас переполняют просто ностальгические приятные чувства. Приехали мы, кстати, в итальянский ресторанчик под названием Ля Капола. И здесь самая вкусная пицца, которую мы пробовали вообще на Самуи. Но я бы даже сказал, и в Таиланде тоже. Да и не только в Таиланде, вообще во многих странах, я даже сейчас не могу вспомнить, где вот была именно такого уровня же пицца. Ну, в Италии да. точно нет. Ну, в Италии мы в Венеции там какую-то такую максимально простенькую попробовали, а здесь пицца, во-первых, много разных. Да, и в печи, а мы с тобой... И она приготовляется в печи. Приготовляется. Приготовляется. Это что у тебя Так, за ладно, тут по ценнику среднее все, блюдо 100-150 бат. Вот, но нас интересует конкретно пицца. Есть и тайские блюда. И сам хозяин, он итальянец, но жена у него тайка. И вот долгое время они уже здесь занимаются этим бизнесом. И он всегда подойдет, спросит, понравилось, не понравилось ли вам, как обслуживание. В это место мы прям любим возвращаться. Сейчас я выйду, опа, чтобы показать вам. Мы, конечно, не успели на закат, но вообще вот здесь сюда приходят кораблики, катера. Здесь вот тоже все в катерах. И отсюда отправляются экскурсии на соседние острова, на южные острова. Вот есть Комацум, потом какой-то еще один маленький остров, и вот этот вот
побольше. Я тоже не помню, как он называется, но туда можно съездить на экскурсию. И вот такой вот милый ресторанчик. Стоят беседки на берегу. Просто я как будто вернулся в свою молодость. Я не знаю, лет 5 назад. Ну так это было 6. Класс. Даже. А это 6 лет назад было? 2015 год, сейчас 2022. Ну 7 лет, 7-й год. Ну да, 7-й год уже. Офигеть. Да, ну и нужно заказать нашу любимую пиццу. И тут я знаю классное карпаччо еще. Да, хочешь карпаччо? Не, я бы хотел бы пиццу, а ты бы заказала карпаччо. Не хочешь Давай, так? я возьму карпаччо. И кока-колы, конечно. Я пиццу тоже хочу. Так мы пиццу пополам и карпаччо пополам. А, ну давай. Да? Вот, отлично. А сейчас я посмотрю, карпаччо у них точно есть? Так, принесли нам хлебушка. И, конечно же, карпаччо из говядины. Куда же без него есть в этом месте. Очень вкусно. Реально. Ну, Блин, тут такой, конечно, цвет противный, желтый. Да, но... у них все продукты итальянские, реально очень вкусно. Вот. И мы еще ждем пиццу. Да, да. Но карпаччо надо прям брать есть. Вот такое вот даже я люблю. Пускай оно тут все в траве какой-то зеленый. Но это очень вкусно, ребят. Карпаччо. Так, надо быстрее. Очень хочется есть. Хлебушек горячий. Да? Угу. Кайф. Так, а сверху это что? Что за сыр? Какой? Пармезан. Пармезан. Угу. Руккола. И свежая, ну точнее сырая. Говядина. Берем вот так вот все вместе. Это именно то? Угу. Ничего не поменялось? Отлично. Это показатель качества. СОНГКРАН. Это тайский Новый год. Сейчас 2565 год настает. И все тайцы сидят сейчас в ресторанах, выпивают, отдыхают, но все приезжают на машинах. Что свидетельствует тому, что, скорее всего, все поедут домой пьяными. В этот день вообще больше всего аварий. Во-первых, потому что все выпивают, обливаются, асфальт мокрый. Часто люди падают с байков, потому что вода иногда бывает настолько холоднющая, что может даже руки свести. Потому что некоторые обливаются просто с пырскалок, вот с пистолетов. Кто-то обливается с ведра, а кто-то берет большие бочки, наливает туда воду и высыпает несколько пакетов со льдом. И днем, когда жарко, это вроде как бы освежает, но ты просто не ожидаешь, что вода будет настолько холодная, и это прям тебя в такой шок приводит, поэтому нужно быть аккуратным. Ну и сами водители тоже выпивают, и это все-таки Новый год, и нарушают, так скажем. Я, если честно, не так сильно люблю это блюдо, но, во-первых, я сейчас голодный, а во-вторых, я точно знаю, что это вкусно. Так, это все надо, да, положить? Ну, это вкусно, да. Угу. Есть еще бальзамик, они все приносят. Оливковое масло вот в таких вот диспенсерах. Во. Да, ждем еще пиццу. Ну и с пылу с жару пригнала пицца на тоненьком тесте. Это пицца с прошутто, грибами и еще чем-то. Ничего не поменялось, все так же вкусно. Мне кажется, только было больше сыра в прошлый раз. Если будете на юге острова Самуи, обязательно советуем посетить ресторан под названием Ля Капола. Супер вкусно. Все, ребятки, выключаемся. Надо все уничтожить нужно. У нас сегодня очень веселое и в то же время грустное событие. Мы относим котят их маме. Ну, точнее, сегодня вообще будет, получается, первый день, когда мы их оставляем на ночь. Мы уже до этого 2 раза, по-моему, да, приносили? Да. Ну, именно знакомили, да? Чтобы она вспомнила. Да, но она была в бандаже в таком послеоперационном. Мы вот сегодня его сняли, и мы уже, если честно, очень от них устали. Они постоянно мяукают. Не, ну, конечно, если бы надо было, мы бы их оставили и ухаживали за ними, но так как есть мама, мы решили их отдать. Вот. Берем молочко и идем. Все пожитки котят собрали, идем к нашему немецкому соседу отдавать. Да. Так, ну пойдем, да? Да. Ну,
ты только там выключи, потому что кошка вообще будет бояться. Кошке ни в коем случае нельзя этот светить свет. Я знаю. Там не снимай. Там-то я это... Не, так я снимать буду, я просто светить не буду. Коты, что вы орете? Вон она. Так, котята у нас. Кошка внутри, вон там за стеклом. Очень пугливая. Она очень пугливая? Очень пугливая. Сейчас вот видишь, вот так вот он берет. Он, видишь, закрывает, чтобы она не убежала. Тихо, тихо. Так, надеюсь, с котятами все будет хорошо. Давайте, пацаны, удачи вам. Так, ну кошка пока их побаивается сама. Ушла от них. Эй, малой, давай, пока. Ну вы должны воссоединиться, ну, семья. Ну, будем надеяться. Конечно, жалко маленьких. Блин, мама их не особо признает. Она, видимо, за эту неделю, пока была в больничке, уже и забыла про них. И они уже по-другому пахнут, мне кажется, не ее, как бы, железами этими. Блин, ну малые так, я думаю, они адаптируются по чуть-чуть и успокоятся. Ну и кошка тоже должна выйти. Он со страху отписался. Описался, пацан. Не ссы. Все нормально будет. Ну им надо привыкать, потому что они так, ну, лучше в таком маленьком возрасте, чтобы они стресс этот испытали, чем потом они вообще, ну, от мамы отобьются и все. А третий находится еще в поликлинике ветеринарной. И тоже должен скоро приехать на днях. У него, в общем, с желудком что-то какие-то проблемы были. Надеемся, что будет все хорошо, держим вас в курсе. Ребята, кошка вылезла и подошла к котятам. Все нормально. Они успокоились. И за ней ходит, а она уже их обнюхивает. Уже нормально, слушайте. Они носиками здороваются. Вам плохо видно, но котята успокоились и кошки лащатся. Она их вылизывает. Она вылизывает одного, да. 100%. Они забились в углу, потому что мы тут стоим вчетвером, смущаем их. Но то, что она их... А второй боится. Она вон его прям вылизывает. Нормально все. Мне кажется, она очухается и будет все нормально. Она вспомнит. У нее ж память есть какая-то? Так счастливо. Ну, блин. Да. Все нормально будет. А то они мяукают вот просто целыми днями. Пока их на руки не возьмешь, они просто мяукают. И вот сейчас это с кошкой они хотя бы успокаиваются. Так, ладно, все, мы пошли. Теперь наша совесть чиста. И нервы в порядке, мы не будем переживать за котят. Ну мы завтра придем проведать. Мы будем приходить проведывать. Ну так, в целом, нормально все.